Как сказал один из учеников, он сказал, что клуб 190% это самооборона для интеллигентов. Скорее всего, даже военные так отрабатывают, полицейские отрабатывают. Да, там. С одной стороны, просто самооборона она простая должна быть, с другой стороны, видите, все очень сложно. Это комплексная наука. Что меня впечатлило очень в клубе самообороны 100%. Во-первых, это харизма инструкторов. Спортсмены то же самое. В самообороне это вот улица, какая-нибудь квартира, дом, лифт, подъезд. И все тоже должно моделироваться. Мне кажется, в этом фишка. Эта фишка была да. Курс молодого бойца и на войну. Так, кому на Everybody, всем привет. Макс Степанов, Макс Шрамков и рубрика «Ответы на вопросы». Чая, папиросы, ответы на вопросы. Продолжение следует, ребята. Сегодня вопрос у нас следующий. Редкий вопрос, но я думаю, что он интересный. Постараемся ответить на него коротко, но это сложно все-таки сделать. Методология тренировок клуба. Чему и почему мы уделяем внимание? О, это конкуренты, наверное, спрашивают. Очень возможно. Так, чему мы уделяем внимание? То есть методики тренировки какие, да? Ну, тут надо, наверное, принцип понять, какие изначально ставились. Кстати говоря, мы снимаем это видео в районе, где начинался, так сказать, клуб развиваться. Это район Войковской. Пенаты, да. Родные пенаты, здесь простор, атмосфера. То есть клуб на Войковской в колледже предпринимательства. Это наше начало. Какие были принципы, ребята, изначально? Простоты доступности. То есть приемы должны быть простые, доступны для всех граждан. То есть мы не ориентируемся на какую-то специальную публику, типа военные, спортсмены, еще какие-то. Или мужчины, или женщины. Все вместе, просто граждане. Потом дальше. Соответственно, курсы должны быть достаточно быстрые по времени. То есть не должно растягиваться сильно. То есть должны получить какие-то знания в течение, как это, курс молодого бойца. Ну, 3 Восточники всегда критиковали за это клуб самообороны 100%, что типа выучить фигне, потому что невозможно научиться всем страшным секретам рукопашного боя там за 3 месяца. Это типа все лажа. Ну, видишь, даже сказал, всем секретам невозможно. Да. Всем невозможно, а вот Да, некоторым всем невозможно, это точно. вполне. Поэтому здесь речь не о том, что вот эти 3 курса прошли и все, человек всему обучается. Мы об этом никогда не говорили, что так оно и будет, что вы станете супер бойцом. Поэтому отсекает все лишнее, берется самое нужное, необходимое. Типичная ситуация на улице. Бьют на улице руками в голову. Соответственно, мы изучаем руками в голову удары и защиту от этих ударов. Какие защиты? Защит тоже очень много. Все не надо изучать сразу. Возможно, эти 3 месяца для кого-то будут являться началом, и дальше они будут продолжать обучение. И вот вам, пожалуйста, восточный подход. Хоть всю жизнь занимайся и совершенствуйся, и добавляй что-то новое, узнавай что-то новое. Тут как бы нет вопросов. Здесь нет противоречия. 3 месяца базовый просто курс для, курс молодого бойца и на войну. Знаете, в армии, да? Что-то прошел, Джунгли. там колоть, отставить, прикладом бей. Вот все. Тоже, конечно, не супер мастерство, но какое-то мастерство, и человек может более-менее выживать как-то так. Поэтому вот такие принципы, такие, соответственно, методики. В методиках мы старались объединить самые, так сказать, эффективные методики психология, потому что это очень связано с психологией. Умение нанести удар, умение принять удар, готовность, способность применить насилие, вообще готовность драться, сражаться, это развитие уверенности, так мы это назвали, да, там вот курс хищника это был курс уверенности, психология. Дальше физкультура, конечно же, такая простейшая, отжимание, приседание, бег и так далее. И рукопашный бой по минимуму, в основном руки, удар руками и немножко ногами, и освобождение захватов, борьба тоже в пределах, так сказать, до той поры, то есть вам не нужно бороться здесь, в самообороне, вам нужно защищаться от захватов, потому что борьба, она затягивает. Это все такой затянутый процесс, все это очень может вы затянете. Ну и технически это прям целое отдельное большое дело. То есть, наверное, вот действительно борьбе научить там за 3 месяца вот, действительно бороться, это очень сложно. Проще научиться бить. Да, бить проще. Пускай корявенько, но если вы знаете, куда бить, то есть это уязвимые точки самообороны, не просто там по телу, там уровень Джодан, уровень Чудан, а конкретно вот, в бороду, например, или в глаз, то, конечно, это будет работать. Методики, вот такие методики. Ну и комплексные. Моделирование ситуации. То есть включаем какой-нибудь стробоскоп, чтобы вот вас так вот мешал вам то светло, то темно, и это все очень шокирует человека. Моделирование ситуации, какие-то разговоры, там переговоры, скандалы, конфликты. Это тоже все моделируется. Чтобы это все было в русле, приближенном, так сказать, боевым. Это, на самом деле не мы придумали. Это, скорее всего, даже военные так отрабатывают, полицейские какие-то отрабатывают. Да, там берется ситуация, к которой нужно готовиться, и пытаются ее воссоздать на тренировке. Ну, также, например, как и спортсмены, то же самое.
у них тоже вершина их, так сказать, деятельности, это соревнования на ринге, например, или на татами, или где-то там в клетке. И вот все должно быть похоже на это, на вершинку. В самообороне это вот улица, это какая-нибудь квартира, дом, лифт, подъезд. И все тоже должно моделироваться. Это не здрасте, там вес такой-то, весовая категория. А это когда вообще неизвестно, может 1, может быть 2, может быть 3. С одной стороны, просто самооборона она простая должна быть, а с другой стороны, видите, все очень сложно. Это комплексная наука, там можно много чего туда запихнуть. Сейчас я вообще на самооборону смотрю широко. То есть это как образ жизни, можно сказать, да? Образ жизни человека осторожного, внимательного, бдительного, который лучше занимается профилактикой. Самооборона до, она идеальна. Карате до, самооборона до, она идеальнее всего. Тот бой, который не состоялся, это вот есть такая вот настоящая самооборона. Послушайте даже тех же восточных мастеров. Но для этого вы должны быть готовы к крайним ситуациям, когда вот уже некуда деваться. Ну, Макс, наверное, тебе что-нибудь добавить? Легко. Я со стороны ученика могу прям рассказать, потому что, Да, кстати. ну, когда я только пришел в клуб, я, в принципе, был в теме уже, и как спортсмен, и вообще интересовался. И я У тебя заметил был очень... черный пояс туда уже покидал? Нет, черного не было, у меня был какой-то еще пояс. Но уже и карате было, то есть я много чем занимался. Но не об этом речь. Речь о том, что меня впечатлило очень в клубе самообороны 100%. Во-первых, это харизма инструкторов, потому что Макс Степанов, Олег Майоров, да, вот прям очень харизматичные ребята. Педагоги. Педагоги, да, и вот в этом фишка, что это неизвестно откуда взято. Это педагогическая методика, очень правильная, спортивная подготовка. Это структура занятий, это определенный драйв на занятиях. И вот что самое главное, хотел сказать, что несмотря на то, что тема такая иногда бывает страшная, там грязная, глаза, какие-то удары, все это преподносилось очень эмоционально тепло. То есть это была такая агрессия на позитивном фоне. Вот что я хотел сказать. Это не было такой спецназ, всем пиздец, мы там всех застрелим, убьем, зарежем и прочее. А вроде как вещи такие, страшные, но при этом на позитивном фоне. А знание лучше всего закрепляется именно так. Мне кажется, в этом фишка клуба была. В этом фишка была клуба, да. Как там удавалось так. Ну, это то, что я говорю, гражданское, это самооборона для граждан. Для военных там, да, там присутствует некий военный юмор, так называемый солдафонский юмор. Там, это спецназ, там. У спортсмена там свой юмор какой-то есть. А мы как-то разбавляли, наверное, свою интеллигенцию, своей интеллигентностью. Как сказал один из учеников, он сказал, что клуб 190% это самооборона для интеллигентов. Вот. Ботанические, в общем-то. Боевые ботаники. Привет Жене Кириллову. Какие-то такие методики. Заходите на наш сайт самооборона.org. Может быть, там как бы вы тоже есть там методики, про методики, как мы тренируем, какая концепция. Тоже можете там прочитать, посмотреть. Заходите на мой канал, вот на этот, да, изучите все видео, тоже посмотрите. Ну, а также ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, и мы с Максом вам ответим. Все, всем пока. Чай, папиросы, ответы на вопросы. А уверенность не возникает из ниоткуда. По нашему мнению, уверенность – это вера с опытом, прошедшая различные трудности и испытания и не потерявшая своей детской непосредственности. А испытаний в жизни хватает. Нужно только принимать эти препятствия, как тренировки, в которых крепнет ваша вера, превращаясь в непоколебимую уверенность в своих силах и способностях. Так, супер популярные московские блогеры самооборона 100% снимают свои блогерские... На лучшей пафосной площадке спортивной города Москвы. Это мы нашли супер идеальная площадка. Да. Очень гламурная. Съемка о том, как ведется съемка. О том, как ведется Да, вот съемка. эта кнопочка, если нажимается, то вот мы уже, получается, снимаем. И вот Отлично. так мы начинаем снимать. Мы говорим обычно «здравствуйте», потом мы разбираем какую-то тему вкратенько, о чем мы будем говорить, и начинаем ее разгонять. И потом мы говорим «всем до свидания», ставьте лайки, пишите комментарии. Вот так примерно делаются наши видео.